Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Сегодня я планирую весь день пробыть на улице, потому что в течение этой недели будет хорошая погода. Ночью небольшой минус, а днем небольшой плюс. Ну а в конце недели обещают дожди практически целый месяц. Поэтому я хочу активно поработать лопатой и за эти дни максимально засыпать крышу и все стены по периметру землянки. Я смогу значительно увеличить слой насыпного грунта.
из них это то, что за 6 дней пребывания здесь постоянно была пасмурная погода, и солнечная панелька не справилась с зарядом аккумулятора. Он сильно подразрядился, и после того, как камера разрядилась, я уже не стал ставить ее на зарядку, потому что аккумулятор может испортиться от глубокого разряда. Вот, поэтому, скорее всего, придется купить еще одну такую же панель. Но сегодня природа как будто услышала меня. Сегодня безоблачный солнечный день. Посмотрим, что будет к вечеру. Я надеюсь, что панелька хоть в какой-то степени восстановит аккумулятор. Кстати, по прогнозу обещают несколько солнечных дней, поэтому я постараюсь максимально экономить электроэнергию и хорошенько зарядить аккумулятор основной. Но прогнозу погоды я, конечно же, не доверяю. Кстати, на сегодня они обещали небольшой минус, -1, -2. А сейчас где-то 7-8 градусов мороза. Земля подмерзла, не знаю, как она будет копаться сегодня. Надеюсь, к обеду солнышком немного прогреется, и можно будет еще немного покопать. Вот такой приличный слой земли уже лежит на крыше. Я не переживаю, что бревна перекрытия не выдержат этот вес, потому что я установил там серьезные бревна, которые планировал ставить на стены. Но мне нужно было срочно уезжать из лагеря, когда заболел отец. И я в срочном порядке все бревна, которые у меня были, закатал на крышу и накрыл тентом, чтобы защитить от дождя вещи, которые останутся, пока я не вернусь обратно к землянке. Ну и удачно получилось. В общем, теперь я могу очень хорошо засыпать крышу, и будет очень тепло. Ну а как видите, погодка сегодня солнечная. Как будто бы природа услышала мою проблему и старается помочь как может. Ну и второй неприятный момент. Это то, что чем больше я засыпаю крыши и стены землянки, тем хуже становится у меня прием мобильной сети и, соответственно, и интернета. Ну и для того, чтобы воспользоваться интернетом, мне приходится выходить на улицу. А еще лучше, чтобы скорость была более-менее приемлемой, подходить прямо к берегу реки. Там самый лучший прием. Ну и пока я не решу эти две проблемы с электричеством и с интернетом, у меня не получится так часто, как хотелось бы, выпускать ролики. Но буду стараться по мере возможности, как и раньше, хотя бы через день. Да, мороз сегодня приличный, руки очень мерзнут. Синоптики, как всегда, не подвели. Честно сказали, что сейчас будет -1, около 0. Ух. Пена замерзшая. Ночью был шторм небольшой. Красиво. Если такой мороз продержится недельку, так, глядишь, и лед станет. Скорее бы уже, я не дождусь зимней рыбалки. Очень люблю посидеть на льду с удочкой. А сейчас я растоплю печку, заварю чаю и займусь какими-то внутренними работами, пока земля отойдет от мороза на солнышке. Потому что сейчас копать ее очень сложно. Мелкие бревнышки для печи я режу ручной ножовкой, чтобы экономить топливо для более крупных дров.
Панельку все время приходится передвигать и ловить солнечные лучи. Поэтому надо в ближайшее время постараться сделать какую-то стойку поворотную, чтобы было удобнее и быстрее ее направлять к солнцу. Сейчас пойду наберу водички для чая. Дерево во льду, как бы не подскользнуться. Хорошо штормило, аж сюда воду забрасывало. Хотя вода кажется очень чистой, но если присмотреться, плавает много всяких микроорганизмов. Так что чай получится с мясом. Вот семечки из тыквы, в которой я готовил в прошлом видео индюшиную печень. Они уже подсохли, и вечером их можно будет пощелкать. Ну, а чайник уже закипел. Сейчас я залью в термос чаю. Чай я приготовил, и теперь пойду проверю, не размерзлась ли земля на улице. Солнышко уже спряталось за лес, хотя аккумулятор немного восстановился и даже удалось на 50% зарядить пауэрбанк. А вот вялится мясо. Уже вторые сутки оно подсыхает. Пройдут еще сутки, и уже можно будет его попробовать. И я запишу полностью видео от засолки и до дегустации. Ну что, земля практически размерзлась. Если снять небольшой слой, так как морозы сейчас не сильные, земля промерзла не глубоко, то можно будет еще немного покопать. Да, не так просто это будет. Но деваться некуда. Странно, в прошлый раз были заморозки еще больше, было до 14 градусов мороза, но настолько земля не промерзала. Здесь, как вы видите, я укладываю и укрепляю бревна, чтобы земля не сползала вниз. Я мог полностью засыпать весь этот угол. Да, землю совсем не просто сейчас рыть. Да, земля практически не отмерзла. Но главное начать, потому что глубина промерзания сейчас небольшая. И дальше будет уже проще. Вот. Пошла потихонечку. Ну вот слой за слоем мой панамский канал понемногу приобретает форму. Земля, конечно, еще не совсем размерзлась. Тяжеловато копать. Но за последние 10 лет я не помню, чтобы этот водоем покрылся льдом до Нового года. Поэтому
Думаю, что земля еще отойдет и будет намного проще его докопать. Но сейчас я продолжу делать лестницу, чтобы было проще выходить на этот склон. Да, здесь земля тоже сильно промерзла. А вот под листьями практически не промерзла. Вроде небольшой слой листьев, а настолько держит от промерзания. Еще пару ступеней, и лестница будет готова, и будет удобно ходить по воду и на рыбалку. Но сейчас я хочу заняться электрической частью. Из дома я привез один выключатель света, и я хочу его установить прямо возле лежанки, чтобы в полной темноте его можно было нащупать и включить свет. Потому что в дежурном режиме оставлять одну лампочку на ночь я уже не могу, потому что солнечная панель не справляется с зарядкой аккумулятора. Ну а так будет удобно, не вставая с лежанки, включить свет, если потребуется налить чаю или подкинуть дров. И тем самым пока буду вот таким образом экономить электричество. Да, еще один девайс хочу вам показать. Вот такие вот утепленные калоши я себе приобрел. Тоже очень удобно. В них можно быстренько впрыгнуть, и не нужно каждый раз зашнуровывать сапоги или ботинки. Опять же, если подкинуть дров или встать попить чаю. Ну и после этого я заготовлю немного дровишек на ночь. И буду заниматься ужином. Ну и какими-то другими, можно сказать, домашними делами. Ну и на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо, кто смотрит мой канал. Кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго, до свидания, до встречи в следующем видео.